Так где же он? Вот ты где. Привет всем, меня зовут Пилигрим, и это Мейдшилд Академия. Ни разу не строил путь в хаб, и он у меня максимально пустой. А знаете, где находится мой портал? Вот там вот, в богом забытом месте, к которому мне приходится далеко петлять. Да, это тот самый трезубец, который я сделал на недавнем стриме. Поэтому приходите на стриме и узнаете чего-то интересного, что я делал на стримах. Я сейчас иду, собираю ресурсы, которые нужны, и начинаю строить. Парочку деревянных элементов и... Теперь его нужно зажечь. Крафтим зажигалку. И зажигаем. Е-бой. Наш портал готов. Теперь некоторые элементы декорации. Ну, теперь точно готов. Блин, слушайте, прикольно выглядит. Неплохо, мне нравится. А этот портал выглядит немножко скучновато, нет? Самое время заняться нашим хайперлупом. И просто посмотрите, насколько маленький он. Это круто. То есть не нужно делать очень много, но при этом можно сделать такой хорошенький проход. Поэтому сейчас я хочу пойти добыть немного плотного льда. Нет, сделаю даже синий лед. И вот так вот проведу. Но для начала давайте сломаем эту рамку портала. Зажигаем. Заходим. Заходим. Вуаля. Порталы слинкованы. Ну что, пора рассказать, что я сделал. В общем, я здесь вырыл большую яму, расширил стены, увеличил потолок, сделал небольшую раму из дерева, обтесал этот дуб, сделал что-то по типу дорожки, да, двухслойной. Здесь я сделал кое-что, здесь то же самое, и вот здесь проход. Решил, значит, убрать и переделать это все по-другому. Здесь, ну, то, что было вот на этом уровня, я хочу передвинуть вот сюда. А здесь уже поднять чуть-чуть выше, сделать небольшие такие заборчики, чтобы любой игрок, который будет кататься на лодке, он просто не мог выехать вот сюда, например. Так-то лучше. Вот сижу я, строю и понимаю, что вырисовывается очень классная картина того, что вообще классно происходит. Смотрите. Освещение здесь есть. О, вот такие вот бортики хотел сделать. Я не знаю, будут ли они работать, но... Слушайте, результат мне нравится, и как оно сейчас вот так вот стоит, мне прям, ну, в натуре нравится. Давайте сделаем лодку. Так, лодка готова, и это значит, давайте протестируем. Будет ли работать? Да, работать. Все, вот такие вот бортики сейчас мы сделаем прямо вот здесь. Блин, рестарт через минуту, надо бы успеть. Интересно, я успею все это сделать? Ну-ка. Будем так сказать.
Я успел сделать... Я успел добавить деревяшки, но не успел сделать луки, потому что сейчас будет рестарт. Ну что, самое время посмотреть сейчас финальный результат нашей, так не сказать, мне немножко не хватило. Так, сейчас мы увидим с вами результат того, что я делал. Да, это очень кайфово. Осталось только вот полублоки добавить сюда и, наверное, ступеньки вот сюда впихнуть, где наше освещение, чтобы вот прям точно закрыть его и никому не будет видно. Давайте мы это и проверим, будет ли освещение вообще работать. Вы представляете, мне одна штука не хватило. Жесть. Итак, финальные штрихи. И... готово. Финальные штрихи. И наша готова. Во! Неплохо, слушай. Она нас замедляет. А ну-ка, интересно, правда она замедляет или нет? Да, она нас замедляет. Блин. Ну так вот будет, конечно, видно. Хотя и так хорошо, что освещение видно. И здорово. Давайте теперь хоть так протестируем. О, да. Так, ну-ка. Уже ничего не замедляет. Мы очень быстро движемся. Отлично. Ну, основная часть готова. Осталось только декорации. В общем, я вот здесь хочу сделать... Для начала вот эту стену, вот эта, которая, скажем так, покрыть некой шпаклевкой, если можно так сказать, белым бетоном. Вот. Хочу вот всю эту стену закрыть, а потом сделать небольшой терраформинг, так сказать, оставить частичку земли и сделать будто тут еще вот стекло покрыть, и тут 3 блока будет, скажем, такого ландшафта, пейзажа, я бы сказал бы. Вот и здесь точно так же. Я сейчас буду делать стены, поэтому погнали. В общем, видите, вот эту часть, их вообще 2. Да, вот первую я еще даже не трогал, а вторая вот. Я бы не хотел бы вот этой части, я бы не хотел бы делать примерно вот такой вот. Я бы хотел бы сделать та же стилистика, но в тематике пустыни. Что-то из пустыни, там какие-то пирамидки, какая-то вода, какие-то реки, что-то из пустыни и так далее. В общем, я иду, собираю ресурсы, прихожу, и мы начинаем строить. Я даже получил достижение за то, что я просто собрал мертвый куст. И честно, я даже не знал, что есть такое достижение в Pleasant Caves. Я думаю, 35 мертвых кустов будет достаточно, хотя, ну, неровности созданы, и так-то смотрится гораздо лучше и интересней. В общем, пока я буду сейчас создавать полублоки для того, чтобы как-то разглядеть неровности, хочу у вас поинтересоваться. А есть ли вообще здесь люди, которым нравится, как я что-то рассказываю, что именно я делаю? Ну, именно, знаете, не такие, как гайды, а, например, краткий экскурс того, чем я вообще делаю. Ну, знаете, я добавил полублоки и ступеньки вот в первую часть, то есть в половину. И смотрится так гораздо лучше. Попробуем добавить мертвых кустов, посмотреть, как это будет. Потому что мертвый куст — это неотъемлемая часть любой пустыни. Немножко посидя и поделывания разных декораций, по придумыванию разных вариантов, я пришел к такому заключительному варианту, как вот этот. Как вы понимаете, я добавил сухого желтого бетона, там гравию, каменистой земли. Я не нашел у себя красного песка, поэтому не захотел его добавлять, поэтому добавил гранита и всяких рода блоков.
То есть заборчик всякие, блин, я даже не знаю, как это сказать. Хотел добавить, вот, я поставил, типа, вот такие вот маленькие озерца воды, но я вспомнил, что мы находимся по-прежнему в аду, и воду добавить сюда нельзя, потому что она будет испаряться, а лаву я не хочу, потому что, во-первых, фиг она, блин, пройдет в ступеньки, во-вторых, она полностью загорит все дерево, которое у меня здесь есть рядом. Поэтому я так и оставлю, пусть будет. Сделаем вид, будто это засохло. На вот этой стене нужно сделать такой же самый след, будто бы потресканное, как вот здесь. Но только я не хочу добавлять кварц, потому что кварца у меня мало, а добывать я не хочу. Да, это, скажем так, небольшой вопросик к чувакам, которые продают на Mansheld Академии кварц. Чуваки, мать его, где кварц? Где, блин, в магазах кварц? Зелёк, френдом, где кварц, алло? Я, блин, хочу купить кварц, и я прихожу в магазин, а кварца-то нет. Вот и все. Я жду кварца, ребята. Знаете, я добавил немножко сухого бетона, прям кайфово. Это, к слову, конец ролика, поэтому спасибо всем за просмотр и пока.